Произошло это в 1977 году осенью. С моей подругой Галиной мы жили в разных районах Нижнего Новгорода. Я тогда работала в магазине и часто бывала у нее в гостях. Галина дружила с парнем по имени Миша. И вот осенью 1977 года она уехала на учебу. Миша остался в городе, работал на заводе. Миша был очень добрый парень, он любил людей и многим помогал. Люди чувствовали это и отвечали ему тем же. И вот однажды ему позавидовал один парень. Он пристал к Михаилу с разборками, произошла драка, во время которой Миша получил тяжелые ранения, и через несколько дней его не стало. Моя подруга в это время находилась на картошке в какой-то деревне. Я не знала, куда ей сообщать, и писала на техникум, где вся корреспонденция и хранилась, пока студенты не вернулись с картошки. Поэтому Галина не попала на похороны. Но когда она получила все письма, то сразу же приехала. Не помню точно, какой это день был после похорон, но где-то около месяца. Галина сразу с электрички приехала ко мне в магазин. И вот после моей работы мы сразу поехали на кладбище на окраине города. Поскольку дело было осенью, темнело быстро. По кладбищу пришлось пробираться с трудом, потому что шел дождь со снегом, и земля раскисла. После кладбища я не рискнула ехать домой и осталась у подруги. Когда мы добрались до ее дома, она попросила зайти вместе с ней к матери Миши, они жили недалеко. Мы зашли, посидели, поговорили. Когда уходили, время уже было минут 20-30-12 ночи. Мы пошли к Галине домой. Были очень голодные. Стали жарить котлеты, советские по 11 копеек. Я села на стул рядом с окном. Галина стояла сбоку от плиты. На окнах плотные шторы. 3-й этаж. Никто из наших друзей не знал, что она приехала. Родители спали. И вот мы жарили котлеты, и вдруг стук в окно. Как будто пальчиками стучали. Достаточно громко. Мы обе переглянулись. Я приоткрыла немного занавеску так, что получилась небольшая щель. И увидела чуть ниже форточки голубое прозрачное облачко. Оно висело в воздухе, а потом медленно поднялось вверх. Стук прекратился. Больше мы его не видели. В тот момент, когда я его увидела, впала в ступор, наверное, из-за этого не сообразила откинуть полностью занавеску. Моя подруга, как держала в одной руке сковороду, а в другой нож, так и спряталась в ванной. Нас трясло от страха. Потом легли спать на полу в комнате, где спали родители, побоялись в другой комнате. На следующее утро моя подруга должна была уезжать на электричке. Но с утра мы опять пошли к матери Михаила. Она нам открыла дверь, и мы не успели даже поздороваться, как она нас ошарашила. А я знаю, что он к вам вчера ходил. Он каждый день минут без 10-12 постучит в окно и уходит на свое место, а вчера только вы ушли, он постучал в окно Т.Е. раньше, чем обычно, и ушел. По времени все сходилось, он постучал к нам в окно, примерно через такой же отрезок времени, который человек затратил бы на проход от одного дома до другого. Еще, потом уже, она нам говорила, что на 40-й день дома прошел ветерок и колыхнулись язычки пламени лампадки, окна и двери были закрыты. И это случилось в то именно время суток, когда он умер. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.